Здравствуйте! В этом видео хочу показать, как вязать вот такой простой узор крючком, который прекрасно подойдет для вязания изделий в технике поперечного вязания. Но также его можно использовать при вязании изделий снизу вверх. Он тоже красиво смотрится. Вот так он выглядит с лицевой стороны и вот так с изнаночной стороны. Для работы я использую нитки бегония и крючок 2,25. Вязание узора начинаем с выполнения начальной петли. Вяжем цепочку из воздушных петель. Количество воздушных петель должно быть кратно 2. Для образца я набрала 20 воздушных петель. Вяжем установочный ряд нашего узора. Делаем накид на крючок. От крючка отсчитываем 2 воздушные петли. Это 2 воздушные петли подъема. И в третью воздушную петлю провязываем полустолбик с одним накидом. Вот протянули рабочую ниточку, на крючке 3 петли провязываем вместе. Снова накид на крючок. В следующую воздушную петлю провязываем полустолбик с накидом. Накид. В следующую воздушную петлю повторяем полустолбик с накидом. В следующую воздушную петлю точно так же вяжем полустолбик с накидом. Таким образом до конца ряда провязываем полустолбики с накидом. Провязали установочный ряд, вяжем первый ряд узора. Поворачиваем работу, провязываем 2 воздушные петли подъема, 1 воздушную петлю для арки, пропускаем вершину первого столбика, второго и в вершину третьего столбика. За заднюю полупетлю, не за обе полупетельки, а только за заднюю полупетлю, мы провязываем полустолбик с одним накидом. 1 воздушная петля, накид на крючок, пропускаем вершину следующего столбика. В следующую вершинку за заднюю полупетлю вяжем полустолбик с одним накидом. 1 воздушная петля, вершину следующего столбика пропускаем, в следующий столбик провязываем полустолбик с накидом. Воздушная петля, накид, следующий столбик пропускаем, вершину следующего провязываем полустолбик с одним накидом. Таким образом продолжаем вязать до конца ряда. Заканчиваем вязание первого ряда. В конце ряда провязываем 1 воздушную петлю, накид, вершину столбика пропускаем, а во вторую воздушную петлю подъема предыдущего ряда провязываем полустолбик с одним накидом. Провязали первый ряд, вяжем второй ряд. Поворачиваем работу, провязываем 2 воздушные петли подъема, делаем накид на крючок, вершину столбика пропускаем и за полупетлю воздушной петли, которая у нас вот здесь вот между двумя столбиками, за заднюю полупетельку мы провязываем полустолбик с накидом. В вершину следующего столбика вяжем за заднюю полупетлю полустолбик с накидом. Снова за заднюю полупетлю воздушной петли провязываем полустолбик с накидом. В вершину следующего столбика вяжем за заднюю полупетлю полустолбик с накидом. Снова у нас воздушная петля, за заднюю полупетельку провязываем полустолбик, накид, вершину столбика за заднюю полупетлю вяжем полустолбик с накидом. Таким образом продолжаем вязать до конца ряда. Заканчиваем второй ряд. В вершину столбика предыдущего ряда за заднюю полупетлю мы провязали полустолбик. Делаем накид на крючок. В воздушную петлю вяжем полустолбик в конце ряда. Снова накид на крючок и во вторую воздушную петлю подъема предыдущего ряда провязываем полустолбик.
Мы провязали 2 ряда узора, и это составляет раппорт нашего узора в высоту. Далее повторяем первый и второй ряд и вяжем узор необходимой нам длины. В результате у нас получается вот такой узор. Будьте внимательны, в тех рядах, где у нас идет чередование полустолбика и воздушной петли, во всех этих рядах полустолбики должны находиться друг под другом, без смещения узора. Надеюсь, это видео было для вас полезным. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видео.